Резкое обострение отношений с Азербайджаном имеет, как неудивительно, положительную сторону. Россия вдруг вспомнила, что в соседях у нас не только Европа. Если просмотреть наши СМИ и всевозможные каналы блогеров в соцсетях за десяток предыдущих лет, разумеется, касающихся энергетики, про все прочее это не ко мне, то удивительная картинка получается. Мы знаем объемы подземных хранилищ газа едва ли не в каждой отдельно взятой, не скажу, за какое место в стране Евросоюза. Знаем уровни котировок, объемы продаж, потребления и чуть ли не диаметр труб, проложенных между Албанией и Грецией. Мы осведомлены о котировках нефти, об уровне цен на АЗС в Европе. Мы помним имена руководителей европейских энергетических компаний, список которых вот просто на зубок. Прибалтика вышла из электрического кольца БРЭЛ. Какой эстонский сторожевой корабль пытался остановить танкер теневого флота? В последнее время в ход пошли еще и сокращения производств. Ширящийся список закрывающихся заводов в Европе. Имена европейских политиков мы начинаем учить где-то так в старших группах детского сада. Вот-вот начнется выпуск комикса «Приключения нашей Каки в ихней ЯК». Пресса следит за каждым чихом Трампа. Почему ложечка нашлась и салфетка осталась? Об этом знают уже бабушки на скамейках подъездов. На учете каждый кубический сантиметр газа, проскользнувший по турецкому потоку в Европу. Мы в лицо знаем всех заслуженных изобретателей 150-го списка антироссийских санкций и осведомлены, завтракал ли Макрон со Старбером после их совместного ужина, и что по этому поводу Макрону сказал Йойный Панин, или как там его ее. И будто здравый смысл, логика не подсказывает. Будто еще в 22 году президент не высказался ясно и точно. В сложившейся обстановке России требуется два новых вектора развития – на восток и на юг. При определенной доле насилия над собственным мозгом я еще хоть как-то могу понять, почему в центр внимания прессы не желает попадать в наш Дальний Восток. Народу там мало, а из соседей, если верить журналистам, исключительно Китай. Впрочем, одно внезапное открытие, настоящая сенсация уже состоялась. Выяснилось, что Дальний Восток – это еще и Северная Корея. Корейская Народная Демократическая Республика. Кто бы мог подумать? Ведь в рукопожатном газетном сообществе велено было слегка и даже жестко подтрунивать над идеями Чучхе, над изолированностью, над жутким отсутствием вожделенных прав и свобод. А оно, оказывается, вон что, Михалыч. Еще несколько лет в таком духе, и господа журналисты, чего доброго, на Дальнем Востоке еще и Монголию откроют. Но многолетний отказ от самого пристального внимания к нашим южным соседям я вообще понять не в силах. У нас ведь плотность населения в России именно на юге максимально. Десятка миллионов человек с уже сугубо практической точки зрения важно знать и понимать, что да как в нашем бывшем Закавказье, в нашей бывшей Средней Азии. А пока все, на что нас хватает, обнаружить миллионную неупорядоченную миграцию с южных рубежей, чему мгновенно начать возмущаться. Вне всякого сомнения, проблема с неконтролируемым, хаотичным приездом все новых и новых мигрантов выше головы. Решать их просто необходимо, причем быстро и решительно. Но даже это, как ни удивительно, все еще не заставило задуматься. А что, собственно говоря, они к нам в Россию едут, летят и даже плывут? Не выясняя причин, основной посыл – закрыть границы России с забором, отгородиться рвом, взгромоздить стены повыше, немедленно прекратить любое сотрудничество, потому что они нас грабят, мы скоро без порток останемся. И нет даже попыток задуматься о том, что вот такие громогласные призывы к самоизоляции России – это четкое следование западным нарративам в отношении нашей страны. Никого не пускать, ничего никуда не поставлять, все совместные проекты отменить. Это и есть пожелание Запада в отношении нашей страны. И появление такого количества вольных или невольных его помощников у нас дома персонально меня вовсе не радует. Отказ от того самого международного разделения труда, попытка свернуться до уровня автаркии – это и есть дорога к состоянию региональной державы, на которую нас пихают в спину уже просто прорву лет подряд. Это один из методов ведения экономической войны против России. Неважно, как наша с вами держава называется в данный конкретный исторический период. Для Европы противостояние с Россией – одна из тамошних исторических ценностей, наравне с фашизмом и нацизмом. Ситуация, сложившаяся с оказавшейся в сильном употреблении бывшей Украинской ССР, наглядно показывает, что Запад с огромным удовольствием, с наслаждением способен переходить от войны экономической к войне горячей, как только предоставляется такая возможность. Обострение отношений с нашими бывшими южными советскими республиками может, начавшись с их перехода на ту сторону в экономической войне, быстро перерасти в куда как более горячую фазу. Это точно нужно им, и точно не нужно нам. В истории уже был эпизод, когда молодая советская Россия оказалась в кольце фронтов. Повторения такой ситуации не хочется от слова совсем.
Хотим мы того или не хотим, соседи у нас такие, какие есть. Других не будет. Планета у нас одна. Забегов континентов по ее поверхности вспотеем ждать. Какими могут быть отношения со странами-соседями? Я не политолог ни разу, у меня список коротким получается. Вариант очевидный, но не веселый. Бывшая Украина. Вариант нейтральный, но напряженный. Прибалтика и подтянувшаяся к тому же уровню поребрика Финляндия. Вариант практически нейтральный, хотя и кажущийся доброжелательным. Китай. Прямой поддержки от него в Северном Причерноморье нет, но за поставки энергоресурсов со скидками и за возможность наращивать поставки конечной продукции от Легпрома до Тяжпрома они готовы рассказывать о том, что уровень сотрудничества России и Китая поднялся выше Джомолунгмы. Владимир Семенович по этому поводу высказался давным-давно. И не друг, и не враг, а так. Я уверен, что речь шла как раз о наших нынешних отношениях с Китаем. Да, его рынок в 1,4 миллиарда человек со стабильно растущим уровнем жизни – это действительно перспективно. Но мы ведь уже проходили, причем только что. Любой специалист по шариату точно знает, одна жена в семье вырастает эгоисткой. Делали ставку только на Европу, а теперь любуемся результатом. Взбалмошная, капризная деваха, пытающаяся навязывать свои прихоти всем подряд. Оно нам надо повторять пройденное. Рукоятка грабеля мягче не станет. А шишки, как украшение лба, так себе результат отказа присматриваться ко всем соседям, не опускаясь за неких идеологических предпочтений. Европа от Лиссабона до Владивостока. Помните, была у нас такая присказка в ходу? А это, простите, как? С Минском, Тбилиси, Алматой и Бишкеком вместе с Улан-Батором? Или без них, без всех? Позвольте себе напомнить, чем постсоветские страны для нас отличаются от всех прочих. Мы все так же, как 34 года тому назад, связаны друг с другом металлическими нитями, единой железнодорожной сети, системами нефти и газопроводов, проводами линий электропередач, синхронизированных между собой объединенных энергосистем. И я сейчас не про ностальгию о Советском Союзе. Она, конечно, у меня присутствует, но в данном случае не о ней, а о наличии технологических возможностей для интеграционных экономических проектов. Специально для тех, кто мечтает о заборе по всему периметру границ России. Вы, господа и дамы, точно уверены, что мы обязаны повторять путь Прибалтики? Вот там уже и провода рубанули, и рельсы ржавчиной покрываются, и от прямых поставок газа и нефти отказались. Во что они превратились при этом, думаю, достаточно хорошо видно, не так ли? Они там с полученным результатом пусть делают все, что только заблагорассудится, но нам такое счастье точно надо. Отказаться от совершенно реальных активов, а именно таковыми являются все инфраструктурные связи, чтобы что? Чтобы ну вот что? Чтобы позволить контролировать наше южное подбрюшье, простите за цинизм, вот этим вот всем, гадящего во все стороны, в том числе и под себя, старушки Британии, НАТО, Турция с ее пантюркизмом, чтобы им всем было вольготно заниматься теорией и сугубой практикой цветных революций? Или для того, чтобы здесь было технологическое и промышленное господство Китая, которое не побрезгует воспользоваться всеми своими организационными и финансовыми возможностями? Можно обижаться на меня за излишний цинизм сколько угодно, но с арифметикой спорить сложно. Для того, чтобы государство было способно развиваться только за счет своего внутреннего рынка, емкость этого рынка должна составлять не менее 350 миллионов человек. С учетом Белоруссии нам в России не хватает сущего пустяка – 200 миллионов человек. Вот только будет ли хватать такого объема, если не развивать экономику, если не поднимать уровень жизни для наращивания платежеспособного спроса? Не экономист, утверждать ничего не берусь, но сомнения высказываю. Давайте в очередной раз займемся арифметикой. ООН оценивала темпы роста населения 5 республик Центральной Азии до 70 миллионов человек к 2030 году. Вот только этот рубеж был взят уже в прошлом, 2024. Предлагаю не учитывать население Грузии, поскольку, несмотря на минувшие 1,5 десятка лет с войны 08-08-08, отношения с этой республикой до уровня нормальности все еще не подняты. Армения и Азербайджан. Я не политик. Мне предлог «и» вообще ни разу не страшен. В пределах 13 миллионов человек. Маловато? Но географически южнее Кавказа 90-миллионный Иран. Население Афганистана, по оценкам, не менее 40 миллионов человек. Расчет закончен, поскольку 70 плюс 13 плюс 90 плюс 40 – это уже больше 200 миллионов. Северная Корея своей смелостью и верностью данному слову, убедившая самых умственно альтернативно одаренных в том, что имеет полное право на гордое звание союзник России, это еще 26 миллионов человек. Про запас остается Монголия и ее 3 миллиона населения. За исключением Ирана, все перечисленные страны – это российская колея 15-20. Да, в Афганистане тоже 15-20. И, за исключением Армении и Ирана, синхронизированные объединенные энергетические системы. Системы уже действующих газа и нефтепроводов.
Еще раз подчеркиваю, транспортная и энергетическая инфраструктура уже в наличии. Они созданы умом и трудами наших с вами великих предков. Экономическая интеграция на этой базе — реальный шанс пусть не сравняться с огромными внутренними рынками Индии и Китая, но как минимум стать совершенно самостоятельной единицей. Нам точно надо строить стены, отрицая все имеющиеся предпосылки? Точно? На эмоциях, в связи с тем, что в миграционном вопросе у нас откровенный бардак, отказаться от материального наследия Советского Союза — это, простите, уровень маразма, достойный какой-нибудь Прибалтики или сегодняшних киевских властей. Простите за нецензурщину. Бардак в миграционном вопросе имеет собственную первопричину. И она не в злоказненности тех, кто едет к нам не работать, а с социальными и прочими пособиями. Первопричина — это наш коллективный гражданин Отверстиев, стараниями которого в нашем законодательстве десятки дыр, в которые не могли не хлынуть обитатели Отверстий. Я не зоолог, название будете подбирать сами. Позволю себе разве что напомнить, как выглядела процедура получения гражданства в странах Евросоюза в пору до миграционного кризиса. Первый заезд только по трудовому контракту, после подтверждения уровня квалификации, и только рабочая виза. 5 лет стажа без замечания со стороны МВД и прочих контролирующих органов. Это уже право на получение временного вида на жительство сроком на 5 лет. И вот только после 10 лет работы в новой для него стране, работы честной, без, как когда-то говорили, приводов в участок, трудовой мигрант получал право претендовать на получение гражданства. Реально, с учетом скорости работы европейской бюрократии, на круг получалось 12-13 лет. Но и никто и не пытался протестовать. Работяги сражались за высокий уровень жизни, медицины, социалки для себя и своей семьи, делая это совершенно осознанно и терпеливо. Детали этого алгоритма в каждой отдельной стране Евросоюза, разумеется, наличествовали. Но общая канва действий по отношению к тем, кто готов работать и пользу приносить, была именно такой. Доказал, что готов честно трудиться, получил вожделенную награду. Гражданство было именно наградой, а не результатом мутных схем, в которых у нас вращаются многомиллиардные суммы, дающие черный нал всем участникам. Углубляться не буду, остановлюсь на том, что считаю вот такой порядок единственно разумным. Нюансом в наше время может быть только военная служба, но на эту тему я уж точно не имею права рассуждать. Возвращаемся к размышлениям о постсоветских странах, к тем, металлизированные связи с которыми никуда не делись, несмотря на прошедшие годы. Железные дороги, трубопроводы, линии электропередач. Непосредственный прямой выход только на Азербайджан и Казахстан. А далее только транзит. Давайте для начала политическую карту Евразии оценим. Вот только я сразу прошу прощения за то, что ни вражеский Google, ни нашинский, как бы напрочь российский Яндекс, карт с реальной принадлежностью Крыма и других наших исторических областей по-прежнему не предоставляют. Тот самый международный транзитный коридор север-юг, за развитие которого мы взялись, обеспечивает связанность огромного материка без морских маршрутов, хотя можно задействовать и Каспийское море, поскольку оно внутреннее для 5 стран, которые участвуют в проекте международного транспортного коридора. Хочешь быть Хардленом? Станем, помня о том, что многие караванные тропы живут куда дольше, чем государства, по которым они проходят. Мне с моим, естественно, научным образованием не очень нравится понятие «многополярный мир», симпатичнее было бы «многополюсный». Но Россия должна, обязана по праву стать одним из этих полюсов. А это возможно только в том случае, если мы сумеем не раствориться в экономических интересах одного Китая или, скажем, одной Индии. Естественными попутчиками для нас могут стать только те страны, которые, нравится нам это или нет, но действительно выстраивают многовекторную политику, то есть отказываются зависеть только от одного крупного игрока. Нравится нам это или нет, но подотчетная штатам Европа на день сегодняшний остается для стран Центральной Азии и Южного Кавказа значимым полюсом, от сотрудничества с которым они не отказываются из-за целого комплекса причин. Их больше, чем те, которые описываются старинной мудростью англичанкой Гаррет. Это не только годами длившаяся и не исчезнувшая пропаганда, и даже не только та самая банковская система, завязанная на доллар США. Здесь сказываются все наши собственные ошибки. И надо честно признать, что мы ведь десятилетиями развивали отношения с Европой, считая Закавказье и Среднюю Азию периферией, которая от нас никуда не денется. Откуда такая твердая убежденность? Откуда уверенность, что в этих республиках не наблюдают за нами самым пристальным образом, оценивая наши достижения и очевидные ошибки? Самый простой пример связан с начатыми вот уже почти 2 года назад поставками российского природного газа в Узбекистан. Давайте присмотримся, давайте оценим. Межгосударственный договор о поставках был подписан в мае 2023 года. И уже в октябре того же года поставки были начаты. Извините, но это действительно ближе к фантастике.
За несколько месяцев был проведен технический аудит всех 4 ниток магистрального газопровода Средняя Азия-Центр. Изготовлены и установлены новые газоперекачивающие агрегаты, позволившие работать в реверсном направлении. Подписан и реализован транзитный договор с Казахстаном. Установлена газоизмерительная станция на 2 государственных границах. Разработана и реализована модернизация единой системы газового снабжения, чтобы газ пошел по совершенно новому для нас направлению. Это не говоря о том, что были решены все вопросы, касающиеся цен газа, транзитных платежей, и сильно подозреваю еще и всего, что касается валют платежей. Уровень квалификации, продемонстрированный «Газпромом», не просто впечатлял одноразово. Узбекистан уже пошел на то, чтобы разработать целую программу расширения своей газотранспортной системы, чтобы обеспечить рост объема поставок до 11 миллиардов кубометров к 2030 году. И проект этот весит $500 миллиарда. Больше того, руководство Узбекистана, понимая, что в одиночку с таким темпом может и не справиться, приглашает к участию в новом строительстве и «Газпром», и «Казтрансгаз». В результате у нас на глазах вырос новый интеграционный проект. Ни одной претензии в адрес нашей государственной газовой компании. Не то что в срок, а с опережением графика. И уже в прошлом, в 2024 году, объем поставок превысил 5,5 миллиардов кубометров, хотя первоначальный контракт предусматривал только 2,8 миллиардов кубометров в год. Узбекистан уже пошел на то, чтобы увеличивать тарифы на газ, трезво оценивая одновременный рост спроса и сокращающиеся объемы собственной добычи. Все действительно отлично. Вот без единого даже намека на иронию с моей стороны. Но, вот такое большое «но», большими буквами. Контракты на строительство новых газовых электростанций Узбекистан подписывает с турецкими компаниями, с китайскими компаниями, но не с российскими. Не потому, что им «Газпром Энергохолдинг» не нравится, а потому, что предложение от него не поступало. Да, причина понятна. Все проблемы с газовыми турбинами большой мощности, которые усилиями Ростеха и силовых машин, мы только-только начали решать. Это действительно не дает «Газпром Энергохолдингу» сражаться за международные контракты. Нам с вами это понятно. Но что фиксируют для себя в Ташкенте, простите? Поставки газа в срок и с опережением. Да, Россия. Рост объемов выше контрактных? Да, Россия. Но электростанции мимо. Мимо из-за внутренних российских проблем, подробности которых не интересны. Машиностроители подводят ли? Проблемы ли с кредитованием? Какая разница для внешних наблюдателей? В глазах Узбекистана Россия способна предложить только ту же схему, по которой «Газпром» работал в Европе. Сам газ, сам трубопроводы и магистральные, и распределительные. При согласии сторон работа с обустройством подземных хранилищ газа, никаких вопросов, кроме ценовых. Но все, что сложнее, что технологичнее, нет, не получается. Потом, в перспективе, возможно. Но Узбекистану-то надо вот сейчас. Он ведь не просто так начал импортировать газ. Он ему нужен сейчас, а не в перспективе, для того, чтобы избавляться от энергодефицита. Нет у Узбекистана ни желания, ни возможности ждать. А мы что? А мы отвечаем в социальных сетях. Да вы только посмотрите на то, как Ташкент вписывается в турецкий проект Организации тюркских государств. Как там в Узбекистане ятаган в спину норовят. Это точно достойно нашей великой России, извините. Я снова повторяю, что не специалист по истории или политологии. Но мнение могу высказать. Оценочное, субъективное, безо всяких претензий. Отличие Российской империи от всех европейских, на мой взгляд, в нашем извечном отказе от порабощения окраинных народов, от грабежа государств-соседей. Россия была настолько выше по уровню своего развития, что порой и войн-то вести не требовалось. Вспомните, как под крыло царя российского просилась Грузия, вспомните про Богдана Хмельницкого. «Разделяй власть» — это девиз Запада, а не России. У нас все иначе. Объединяй, давая возможность подняться до своего уровня, предлагая выгодные общие проекты. И на такое предложение соглашались что во времена империи, что во времена Советского Союза. Первый магистральный газопровод протяженностью более 1000 километров привел газ из месторождения Гюмри в Узбекистане на Урал, пройдя по невероятному маршруту через пустыни и полупустыни. В его строительстве участвовали представители всех 15 союзных республик. В проекте дерзком, смелом, невиданном ранее. БАМ, проект которого впервые был предложен в XIX веке, тоже строили всей страной, соглашаясь с тем, что техническая документация была на русском языке. Он был символом прогресса. Россия предлагала проекты новаторства, дерзость, красота которых просто завораживали. И союзные республики с настоящим энтузиазмом в них участвовали. Мы настолько привыкли к собственному лидерству, что сохраняем уверенность, что иначе и быть не может, что это совершенно естественный ход вещей,
что сейчас совершенно искренне возмущаемся тому, что на нас, на нашу Россию, стали смотреть куда как более трезвыми глазами. Наши 25 лет заигрывания с Европой, наши действия по алгоритму «энергетические ресурсы продадим, а на вырученное купим все, что захотим», от телевизоров с телефонами до новых технологий, вместе со всем необходимым оборудованием, это что, действительно никому не было заметно? И решение руководства России добровольно отказаться от прав на эмиссию рубля, фактическое подчинение Центробанка Международному валютному фонду, скирдование сотен миллиардов долларов туда, откуда их попросту стащили – это тоже незаметно, тоже никак не влияет на отношение к нашей стране со стороны соседей. Список, к сожалению, можем продолжать и продолжать. Когда мы от болоньевской системы высшего образования отказались-то? А когда задумались о том, чтобы разработать единые учебники для средних школ, чтобы избавиться от влияния Сороса и компании? Да, конечно, это не мое дело. Это дело специалистов. И их, слава богу, достаточно. Я всего лишь о том, что нельзя забывать о том, что за действиями России пристально наблюдают миллионы голов и глаз. Что касается энергетики, то вот еще один пример, совсем свежий. В апреле прошлого года Министерство энергетики России и Казахстана подписали межправительственное соглашение о строительстве 3 угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. В июне прошлого года была определена исполняющая компания с нашей страны – Интеррао Экспорт. Общая установленная мощность необходимых Казахстану угольных электростанций – 960 мегаватт. Предварительная сметная стоимость – около 2 миллиардов долларов. И оценить красоту сложившейся на тот момент ситуации. Казахстан энергодефицитен. Основной объем газа, идущего на внутреннее потребление, попутный, добываемый на крупных нефтяных месторождениях, которые разрабатываются на основании кабальных для страны условиях. Доля участия государства с трудом превышает 20%. В силу того, что налоговые законы России и Казахстана отличаются весьма кардинально, стоимость газа для конечных потребителей у нашего южного соседа настолько ниже нашей, что разовое повышение тарифов может привести к социальному взрыву. В общем, с газом пока не вариант, хотя руководство Казахстана прилагает усилия для того, чтобы выйти из этого тупика. Засеивать все просторы степей солнечными и ветряными электростанциями? Да, в эту сторону Казахстан толкают многие адепты зеленой, то есть альтернативной прерывистой генерации. Но профессионалы в отрасли имеются. Их выкладки о том, какие суммы придется в этом случае инвестировать в кратное наращивание сетевого хозяйства, отрезвляют многих. А Экибастузское угольное месторождение никуда не делось. Потому логика подсказывала и подсказывает. Проблему энергодефицита в сжатые сроки можно решить именно за счет использования угля. Вот только финансовую помощь на строительство Казахстану получить не удавалось. Европа с ее мощнейшим антиугольным лобби не вариант. А тут еще и подоспело решение ЦК Компартии Китая о запрете на финансирование строительства угольных электростанций за пределами Китая. Больше того, огромным по значимости фактором является еще и то, что серийно котлы для экибастузского угля с его зольностью 42% производились и производятся только на Подольском машиностроительном заводе. Не путайте с атомным СДУ Подольск. Что называется, звезды сошлись. Ну вот уже год прошел с момента подписания межправсоглашения, а ВОЗ с места не тронулся. Нет, проектирование и подготовительные работы ведутся. За это сам Казахстан по договору и отвечает. А вот с финансированием производства всех 3 комплектов оборудования не разложилось. Изначально рассматривался вопрос с получением кредита со стороны Евразиатского банка развития, общего, так скажем, банка ЕАЭС. По каким причинам не сложилось, в открытых источниках информации нет. Как нет сведений о том, почему отказано в субсидировании возможных кредитов со стороны правительства России. И что может предложить Интеррао в наших нынешних условиях, простите? Строить электростанции на кредит под 25% годовых? Или, другими словами, попытаться экспортировать наше героическое решение о заморозке российской энергетики в Казахстан? Какую реакцию мы от соседней страны ждем? Уважение? Точно? Заместитель министра энергетики Казахстана Бакытжан Ильяс. Астана. 9 июля 2025 года. Цитирую. По линии Самрук-Энерго переговоры ведутся по вопросу строительства 3 ТЭЦ. Также ведутся переговоры с другими потенциальными застройщиками, потенциальными строителями энергетических объектов, которые будут соответствовать экологическим требованиям и современным стандартам энергоэффективности. Это могут быть энергетические компании из Китая и Кореи. Есть несколько вариантов. Экологические требования и современные стандарты энергоэффективности. Понятно не каждому. Давайте разбираться. Благо, за примером далеко ходить не надо.
Крупнейшая установленная мощность угольных электростанций у Китая. Его нормативы известны. Экология – это нормативы по выбросам. От 3 до 5 мг пыли на кубометр. Оксиды азота – 35 мг на кубометр. Оксиды серы – 50 мг на кубометр. Энергоэффективность – это суперсверхкритические параметры пара. 300 атмосфер давления при 600 градусах Цельсия и выше. Использование таких котлов в Китае – это КПД в 45% и выше, что позволяет снизить расходы угля на производство киловатт-часов практически вдвое по сравнению с докритическими котлами. И еще один штришок в современные экологические требования – 100% переработки золошлаковых отходов. Это не фантастика ни разу. В 2023 году на этот показатель вышла целая страна – Индия. Китай подтягивается. Можем мы предложить хоть что-то подобное? Правильный ответ – нет. Нет, хотя еще в 2011 году у нас появилась технологическая платформа «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности». Перечень участников. 9 вузов, 9 производственных предприятий, 11 научно-исследовательских институтов и целых 3 генерирующих компании – «Газпромэнергохолдинг», «Интеррао» и «Росгидро». Участников – 0, только государственная компания. И ровно один банк – «Газпромбанк». И ровно один государственный орган – Министерство энергетики. 14 лет тому назад были сформулированы цели, ради которых была создана эта технологическая платформа. Одну из них процитирую. Угольные энергоблоки на суперсверхкритические параметры пара единичной мощностью от 330 до 660-800 мегаватт с КПД 44-46%. Перспективная технология на ультрасверхкритические параметры пара 35 мегапаскалей, 700-720 градусов, обеспечивающая КПД 51-53%. И угольный тест нового поколения единичной мощностью 100, 200, 300 мегаватт с использованием различных технологий сжигания топлива. Дальше цитировать не буду, что времени отнимать. Но есть в тех целях и пыль с оксидами азота и серы, и многое другое. Вы что-нибудь слышали об этом? Не огорчайтесь. КПД этой платформы оказался близок к нулю по тривиальной причине – отсутствие финансирования. Но это наша с вами проблема. Казахстану достаточно просто кивнуть на все перечисленные технические условия, чтобы увидеть, как мы в ответ только руками разводим. 20 лет в России занимаются ремонтами и модернизацией старых электростанций, в том числе и угольных. Но ни разу не было даже попыток заменить старые котлы на те, которые предусмотрены технологической платформой, применить новые системы фильтров. Мы меняли, скажем так, старое оборудование угольных электростанций на новое старое оборудование, то есть на оборудование по техническим условиям 50-х годов. Почему? Так таких требований со стороны Министерства энергетики и правительства и в помине не было. Основным критерием для побед в тендерах на модернизацию был только один – минимальная цена. В результате, как были у нас на этих электростанциях докритические параметры пара, максимум 545 градусов Цельсия и 13,8 атмосфер, так и остались. Потому что это мы точно умеем. А на что-то новое замахиваться указаний не было. Дешево. Но Китаю, а теперь и Индии, на 1 киловатт-час в 2 раза меньше угля требуется. У них была дорогая модернизация, которая после внедрения кратно снизила стоимость вырабатываемой электроэнергии. А мы вынуждены наблюдать чиновников, которые с видом молодцеватым и слегка придурковатым с высоких трибун вещают, что генерация газовых электростанций в России куда как дешевле, чем генерация электростанций угольных. Молодцы, что сказать. Разве что подсказку дать. Если в печке чайник кипятить, а струю пара на турбинку направить, выигрышная позиция газовой генерации окажется еще круче. Но это, конечно, отдельная тема, далеко не для одной передачи. Давайте в казахские степи вернемся. У нас на глазах в онлайн-режиме срывается к известной матери межправительственное соглашение. Россия замахнулась на строительство новых угольных электростанций и не смогла. С газовыми электростанциями в Узбекистане турки, с угольными электростанциями в Казахстане южные корейцы с китайцами. Красиво? Круто! Будем и дальше рассказывать в своих чатиках, что это там уровень технологического развития никакой. Нет, почему нельзя? Можно. Так мы чувство собственного достоинства на огроменную высоту поднимем. И будем считать себя молодцами. И, конечно, не забыть бы главное – упрекнуть Казахстан и Узбекистан в том, что они к России спиной поворачиваются. У ваших читателей, господа блогеры, ведь точно такая же память, как у вас. Ничего не помнят, а то, что знают, мгновенно забывают. Но это Росгидро проектирует гидроаккумулирующие электростанции для Узбекистана и гидроэлектростанции для Казахстана. Это Росатом уже строит малые ГЭС и ветроэлектростанции в Киргизии, готовится строить атомные электростанции в Узбекистане и в Казахстане.
Это Сибур идет в газохимию на территории южных соседей. Это Лукойл готовится к разведке и добыче на шельфе Каспия, уже практически не обращая внимания на государственные границы. Во всех сегментах энергетики, где у нас хватает опыта, знаний, умений, технологий, Центральная Азия и Южный Кавказ готовы сотрудничать и сотрудничают. А вот там, где мы тормозим, мы тем самым открываем регионам не только потенциальные возможности, но и необходимость сотрудничать, спросите, с кем ни попадя. Понятно, что там хватает самых разных настроений, в том числе и антироссийских, и даже русофобских. Но их не только коллективный Запад подкармливает, но и мы сами, своими ошибками, своей нерасторопностью подкармливаем, сохраняя верность все тому же принципу. Да куда они от нас денутся? Но ведь им могут в этом еще и помочь. Классический пример – так называемый Транскаспийский международный транспортный маршрут, он же Срединный коридор. Рекламируется как кратчайший вариант грузопотока из Китая в Европу и обратно. Уверяют, что это куда как выгоднее, чем расширять транзитные коридоры через территорию России. Вот этот проект на географической карте. Обычно вот так эту схему и рисуют, чтобы не сильно бросались в глаза несколько махоньких деталей. Вот железнодорожный состав, загруженный в условном Шанхае и движущийся по Китаю по колее 14,35 мм. Вот состав добрался до границы с Казахстаном, где ему переставили вагонные тележки под колею 15-20, после чего он двинулся к бережку Каспийского моря, где груз перебросили на паромы, чтобы на азербайджанском берегу Каспия снова перебросить в вагоны, которые побегут по колее 15-20 до берега Черного моря в Грузии, где снова последует перегрузка на торговое судно. Судно это пойдет по самому спокойному морю на планете, по Черному. Матросы при этом будут напевать веселые торговые песни. Рейс короткий, скоро снова перегружаться на железную дорогу. Она в Румынии, с Изного 14:35, так что паромы с вагонами от перестановки тележек не уберегут. Простой, незатейливый, чрезвычайно недорогой маршрут. Вы услышали идиому «бред собачий»? Так это вам послышалось, я ничего подобного не произносил. Есть еще один вариант фейков по этому поводу, приблизительно вот такой. Под такими картами-схемами текст. Видите, более южный маршрут значительно короче. Значит, Срединный коридор куда как выгоднее, чем маршруты по железным дорогам России. Шах и мат. Я, конечно, не знаток современного школьного образования, но по секрету сенсационную новость поведают. Земля, она круглая. Чем ближе к полюсу, тем линия широты короче, а плоская проекция приводит к обману зрения. Маршрут через Россию ровно такой же протяженности. Да и то только потому, что маршруты БАМа и Транссиба по-другому из-за рельефа проложить невозможно. И никаких перегрузок не требуется. Один раз на берегу Тихого океана в вагон товара упаковал, один раз на берегу Балтийского моря в трюмы отгрузил. География и экономика на нашей стране. Но есть нюанс, имя которому геополитика с одной стороны и наша медлительность с другой стороны. Про тактику и стратегию работы РЖД я просто промолчу, хорошо? Но расчеты стоимости перевозки условного контейнера по вот этим двум маршрутам совершенно не секреты. Через Россию. Сиань, Урумчи, Алма-Ата, Москва, Брест, Берлин. Общая протяженность 7200-7500 километров. Из них по России 4000 километров. Скорость от 12 до 14 дней без перегрузок. Стоимость перевозки контейнера таким образом от 4 до 5 тысяч долларов в США. Срединный коридор. Сиань, Урумчи, Актабе, Казахстан, Актау, порт там же, Баку, Тбилиси, Карс, Румыния, Болгария. Общая протяженность 7400-8000 километров. Две перегрузки вагон-паром-вагон. Скорость от 18 до 25 дней. Это еще без учета морских зимних штормов и некоторых особенностей Черного моря, мягко выразимся. Стоимость перевозки контейнера от 7 до 8 тысяч долларов. С экономической точки зрения особо и говорить не о чем. Разве что о необходимости той самой цифровизации на таможнях Китая и Казахстана и Казахстан-Россия. Решение проблемы нехватки вагонов под колею 15-20, особенно рефрижераторов, и скорости движения по Транссибу. Если все перечисленное решить, выигрыш по времени в пару суток и снижение стоимости транспортировки до 3500 долларов. А реальность выглядит куда как иначе. К концу 2024 года Англия, Евросоюз и всевозможные международные финансовые институты уже инвестировали в, казалось бы, сугубо политически обусловленный Срединный коридор до 10 миллиардов евро. На этом анализировать ситуацию у нас принято заканчивать. Смотрите, как из-за идеологических установок обезумела Европа, вкатывает деньги в заведомо убыточный проект. Ха-ха-ха. И вот после такого предисловия я предлагаю вернуться к истории с обострением отношений России с Азербайджаном, начавшихся, напомню, с откровенного демарша Баку
вступившегося в ситуации с арестами граждан России азербайджанского происхождения. У меня в голове только одна ассоциация по этому поводу. Демарш Министерства иностранных дел Германии в адрес ФБР, которое слишком медленно ведет расследование покушения на американского гражданина немецкого происхождения по имени Дональд Трамп. История мутная. Но я вот не юрист и не криминалист. У меня впечатление полного абсурда и того, что Демарш имел ровно одну цель – действительно испортить отношения с Россией. Версий истинных причин поведения Баку предложено уже множество. Россия попортила личико паре украинских нефтеперерабатывающих заводов, на которые Сокар, State Oil Company of Azerbaijan Republic, поставляла нефть, зарабатывая на этом огроменные деньжища. А потому Азербайджан обиделся. Взрослый такой мотив, правда? Очевидно, что Россия должна была испугаться демарша Баку и... Да черт его знает, что и. Наверное, помчаться ремонтировать эти НПЗ. Вообще-то мы ведь не против. Обеспечим возможность нашим специалистам вести ремонты на территории, которую будем именно для этого контролировать, и в раз все починим. Свои НПЗ мы ремонтировать точно умеем. Тут проблем не предвидится. Вот только зачем нам на наших НПЗ не наша нефть? Еще одна версия. Азербайджан окончательно сольется в объятиях с Турцией, и вдвоем совместными усилиями они обрушатся на Армению, чтобы захватить территорию Зангезурского коридора. То есть совместно со страной-членом НАТО начать агрессию против страны, входящей в состав ОДКБ. Как бы замысловато в последнее время наши с Арменией отношения не выглядели, Россия отреагирует. Причем отреагируем мы жестко. И в военном отношении, и в сугубо экономическом. А Турция сейчас физически не готова оставаться без 70% импорта своего газа, одновременно оставшись без прибыли от поставок нефтепродуктов в Европу, производимых из российской нефти. Без прибыли от нашего параллельного импорта и далее по списку. Можно как угодно относиться к играющему тренеру олимпийской сборной по одновременному сидению на 5 стульях, но стрелять себе в ногу заради Зангезура Дон Эрдоган не будет. Но демарш-то есть. Демонстративные визиты в Киев с планами помочь в разминировании территории – это мы тоже наблюдаем. Так какова же истинная цель? Мстя за разбомбленные НПЗ на киевской территории не смешно. Силовой захват Зангезура, переходящий в вооруженный конфликт с Россией, тоже нет. Что тогда? Вот об этом мы поразмышляем. Спокойно и без спешки. Без использования всевозможных журналистских штампов, постаравшись отделить эмоции от холодного расчета, подробно рассмотреть, каковы интересы всех стран, которые могут стать нашими надежными партнерами в проектах, ведущих к развитию Южно-Кавказского и Центральноазиатского регионов, к увеличению связанности Евразии, и, само собой, понять, кому это не выгодно, кто заинтересован в прямо противоположном. Ну и, конечно, на всеохватность такого анализа я претендовать не собираюсь. Только энергетика, только энергетические технологии и логистика, позволяющая обеспечить всех заинтересованных первичными энергетическими ресурсами. Продолжение следует.